Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Приветствуем вас на берегу Тихого океана в городе Лима. Сейчас мы гуляем по одному из самых красивых, самому фешенебельному району города Лимы. Называется Мирафлорес. Открывается потрясающий вид на волны, на серферов, на горы. Один из интересных фактов то, что эти горы покрывают специальной сеткой. Это делают для того, чтобы защитить от падения камней, во-первых, а во-вторых, для того, чтобы разрасталась лианы и были красивые виды зеленые. Сейчас смотрим на маяк Фаро Марин, называется. Это один из самых посещаемых маяков в Перу. Находится в парковой зоне в районе Мирафлорес. Смотрится здесь красочно. Вообще надо сказать, что этот район, он такой, знаете, несет в себе расслабленность. Люди сидят на скамеечках, парочки целуются. Такой романтичный, можно сказать, район. И более спокойный, чем районы Богаты. Я сейчас сравниваю с Колумбией, потому что наше путешествие последних дней было именно в этой стране. И вот сейчас создается именно ощущение такой, знаете, расслабленности и релакса. Все что-то не спеша делают. Кто-то не спеша занимается спортом, кто-то просто отдыхает. Ну а мы любуемся на маяк. Не спеша прогуливаясь по набережной, которая, кстати, составляет примерно 10 километров ее длина, мы дошли до парка любви, или парка влюбленных, как называют еще это место. Очень красивый парк. Здесь и камушки интересные, дорожки, цветочки. Все очень ухожено. Здесь висит очень много замочков. Вот мы видим. Оставляют влюбленные различные замки, подписывают свои имена. О том, что это парк любви, говорит большая фигура влюбленных. И чтобы ее посмотреть, я решила подняться наверх и посмотреть на нее с небольшой высоты. Посмотрите. Видите эту влюбленную парочку, которая разлеглась посередине парка? А вот здесь вот сидят местные продавцы, которые предлагают купить маленькие замочки и закрепить эти замочки на этом заборе, который вам показывал Кирилл. Здесь настолько расслабленная атмосфера, что Кирилл решил просто раствориться в ней. Как будто бы его никто не заметит и не заставит снимать в дальнейшем наш влог. Расскажите, пожалуйста, ваша прогулка закончена? Моя прогулка только начата. Вот, просто я крайне удобно расположился. Парк любви расположился в, так сказать, любовь к природе у меня, в общем. Немного завернули от набережной и увидели вот такой огромный теннисный клуб. Не знаю, кортов на 8-10, наверное. Пересекаем улицу, огромный перекресток. Зашли в магазин, хотим вам сказать любопытный факт. Ну, помимо того, что мы купили вот мороженое, которое Томочка ест, и водички немного. Чтобы попасть в магазин, вам понадобится не только показать свою вакцину на входе, и не только паспорт, чтобы подтвердить фамилию и имя на своей вакцине. Вам еще понадобится целых 2 маски. Поэтому нам пришлось зайти в аптеку предварительно, купить еще одну маску. Поэтому мы надели одну, а сверху надевали мы еще одну, вот такую вот модную. Поэтому вход в магазин только в 2 масках. Ну, вот такой любопытный факт. Начало 22 года, пандемия продолжается. Ну, кстати, не только в магазинах, а вообще на улице некоторые люди ходят в 2 масках. Я зашла в аптеку, и там женщина была в 4 масках. Я не знаю, как это вообще происходит и для чего это. Максимальная защита. Защищен, значит вооружен. Ну, а сейчас мы уже пришли в парк Кеннеди. Вот так называется этот парк, в котором, как мы слышали, обитает очень много кошек. Так, друзья, у нас сейчас проходит еще дегустация чурросов. То есть чуррос — это вот такая вот сладость, но если вы помните, совсем недавно, где мы брали? В Богате, да. Они были такие в виде такой
длинной палочки, такой хворост, то здесь она со сгущеночкой вот такая вот уже. Стоит, правда, немножко дороже. 3,5 солей. Ну, попробуй. Первый. Вообще, чурос продается в различных странах Латинской Америки, и в Мексике, и в Колумбии. Сейчас пробуем в Перу. Ну, в Колумбии было вкуснее. Они более жесткие здесь. Там они такие более хрустящие были. Ну, да. А здесь как будто тесто больше, да? Ну, она... Такое, более вяжущая консистенция, внутри со сгущенкой. В общем, пробуйте чуросы, выбирайте лучшие по вкусу. Окошек, правда, много в этом парке. Они, правда, сосредоточены все такими группами, знаете ли. То идешь не одной кошки, то их очень много. Вот там, допустим, вдали человек кормит порядка 15 кошек сейчас. Возле дерева раскладывает им еду. И кошки здесь людей практически не боятся. То есть они, конечно, от них немножко так подустали. Видно, когда подходишь к ним там погладить там, или что-то, они такие на тебя смотрят, но опять ты... Вот. Но в целом кошки ласковые. Рядом с парком Кеннеди также еще соседствует парк, который называется парк 7 июня. Уж не знаю, почему он так называется. Может быть, был открыт в этот день, или в этот день какое-то событие произошло. Но вот такое название. Повсюду цветы, гуляют люди. Наблюдаем забавную картину, как чистильщик обуви чистит обувь продавцу попкорна. Увидели рядом с парком католическую церковь. Как всегда, красивое здание. Как нам рассказали, эта церковь открывается около 5 часов. Сейчас время начала 5, мы ждать открытия не будем. Продолжаем с вами гулять дальше по райончику Мирафлорес. Мне очень нравится атмосфера этого города. Знаете, вот я иду и говорю о том, что мне бы хотелось здесь пожить месяц, какой-нибудь там полтора, потому что здесь здорово. Все кипит, бурлит, красивые граффити, улочки, продавцы, здорово. Сейчас мы снова подошли на набережную. Находимся рядом с торговым центром, который называется Ларко Мар. Вот здесь его ряды. Ну а мы сами на обзорной площадке. Сейчас я вам покажу вид с обзорной. Здесь также расположены скамеечки, люди сидят, отдыхают. Ну и такой вот обзорный вид. Опять-таки на Тихий океан, на дорогу. Да, даже пляж с зонтиком. Но, правда, мало кто купается сейчас в это время. Мы все искали торговый центр, где же он находится, смотрели высотное здание, а оказывается, мы находились сверху этого здания. И вот эта вот обзорная площадка, это тоже часть торгового центра. Он такой полуоткрытый, торговый центр. Множество магазинчиков, ресторанчиков, бутиков. Моя любимая кофейня Хуан Вальдес кафе, который также есть еще и в Колумбии. Это здорово и красиво. Единственный минус, конечно, что все ходят в двух масках. Очень сложно. Я уже внутри прошлась, посмотрела. Много сетевых магазинчиков, к которым мы с вами привыкли. И Starbucks, и H&M, и Under Armour, ну, то есть Puma, то есть все знакомые нам магазины, но с видом на набережную. Расскажу вам немного про цены. На технику все дороже. Когда у Кирилла был день рождения, ему подарила AirPods, и в богате они стоили ровности столько же, сколько в России, примерно около 17 тысяч рублей, но это вместе с комиссией по карте и так далее. Здесь же эти AirPods 3 стоят 22 тысячи рублей, представляете? То есть на всю технику у них стоимость выше. Но на еду, на одежду, на еду цены вообще дешевле, чем в Москве, не намного, но ниже все-таки. А по поводу одежды примерно цены такие же. То есть нашли в H&M, сравнили с нашими ценами. Поэтому одежду можно покупать, технику вообще не рекомендуем. А так все магазины чистенькие. Ну, конечно, везде проверяют, чтобы вы были в двух масках. То есть вот такого беспредела, как я сейчас говорю, не должно быть здесь. Вот такая вот инстазона здесь с качельками в облаках. И можно также подключиться бесплатно к Wi-Fi. Вот, пожалуйста. Главное 2 маски. Защита. Да, без 2 масок сложно сейчас в наше время. Сейчас уже поднялись обратно наверх из торгового центра. Солнышко садится. Вот, приятная атмосфера, приятная погодка, закат. Когда поднимаемся наверх, сразу, когда еще записываем видео,
снимаем маски, да, потому что немножко так хочется вам и нас показывать без масок, и самим хочется дышать полной грудью. Тем более здесь такой воздух. Вроде бы большой город, а с другой стороны рядом океан, и ты чувствуешь его запах. Хочется его больше ощущать, но в маске это невозможно делать. Ну и здесь получается такая одна большая сплошная обзорная площадка. Зацените, какой вид. Ну что, друзья, немного полюбовались красотами, а теперь отправляемся Ужинать? Поехали. Очень развитая культура южин, японская кухня, китайская. Поэтому тут в любом случае никогда не пропустишь мимо такой ресторанчик. Особенно этот, который называется Поки 51. Он занимает лидирующие позиции на сайте TripAdvisor, поэтому его купим. Друзья, сейчас я немножко показал на видео, подошел, как делают данные суши. Это оказалось все гораздо сложнее, чем я себе предполагал. То есть это не просто взять рис и положить сверху рыбку. То есть вы видели процесс, да? То есть эту рыбку там и опаливали, и обертывали, посыпали, поливали, добавляли какие-то ингредиенты. То есть очень много всего, чтобы в конце получилось вот такие вот две сушинки, да? То есть из риса и основной, да, ингредиент — это осьминог. То есть выглядит все очень красиво, высокая кухня и потрясающе все сделано. Заказали специальные онигири. Здесь идет 2 вида грибов. Да, друзья, все это делается очень-очень сложно, интересно, опаливается каждая рыбка. Процесс немного вам показал на видео. Также здесь грибной идет соус, грибы шитаки, вот это потертое, вот это. Можно подумать было, что это сыр, но это шитаки грибы. Давайте пробуем. Ой, просто все растворилось во мне, то есть я даже не знаю, что... Так, ты второй не ешь, пожалуйста, оставь мне. Второй есть не буду. Изысканный вкус, наверное. Да, очень, просто потрясающе, ребята. Это очень вкусно. Ну, давайте первый с осьминогом попробуем. Тоже очень вкусно, но осьминог, он такой поплотнее имеет консистенцию, нежели чем вот эта рыбка. Одна порция онигири, на этот раз с тунцом. Ну, посмотрите, это же просто произведение искусства. Торт тунец немного опаленный, внутри рис. Да, я все снимал, ребята, я думал, вы видели этот сложный процесс. Не знаю, есть там лайм или нет, но есть такой цитрусовый вкус. Да, да. Оттенок очень яркий. Туда этот лайм натирали, на терочке туда, чуть-чуть. Ничего себе. За счет этого у него вот такой терпкий, интересный вкус. Рыбка, я не знаю, она тает во рту, она просто нежная. Ну что, друзья, лучшая онигири в городе. Так, нам принесли спрингроллы. Это типичное вьетнамское блюдо.
это когда овощи завернуты в рисовую бумагу. Бывает такое, что внутри бывает мясо, либо рыбка. В нашем случае это свинина, авокадо, морковка, капуста, помидорчик. Выглядит очень аппетитно, а еще фишка этого блюда – это, конечно же, его соус. Он в одно время острый и в то же время он сладкий. Однажды я пробовала приготовить такие спрингроллы. Все завершилось неудачей, потому что у меня не получалось завернуть все это в рисовую бумагу. Ну что ж, погнали. Ну, очень вкусно. И соус прям пропитан, просто все пропитано соусом. Кусочки мяса очень вкусные, овощи великолепные. Давайте еще раз. Сами вот эти роллины очень огромные. Раз, два, три, 4, 5 кусков. То есть съесть невозможно. Но вот свинина. И она очень вкусная. Она немножко обжаренная. В отличие от первых блюд, вот этим уже можно наесться, ребята. Ребята, смотрите, какое необычное блюдо мы заказали. Кусочки свежего мяса. Опускаем в соус чили. Замариновали. А теперь кладем на этот камушек. И жарим с двух сторон. Я думаю, мне этого достаточно. Очень мягкое мясо. И знаете, возможно, для кого-то этот соус будет острым, но для меня это просто супер. Мне очень нравится именно такой вкус. Фишка в том, что вы сами выбираете себе уровень прожарки, какой вы любите. Буквально секунд 10, я думаю, с каждой стороны максимум. И этого достаточно, чтобы у вас получилась такая медиум прожарка. И что самое интересное, здесь интересен сам процесс. То есть это как в Азии, когда готовишь сам себе ужин, да, то есть на какой-то горелочке, а здесь получается на горячем камне, да. Ну и мясо очень фантастически мягкое. Видно, что оно долго готовилось, и плюс, когда вы пропитываете в соусе, оно получается крайне мягким. У нас последнее блюдо. Это... В завершении это фирменные роллы, господа, с тунцом. Также идет креветка в кляре, авокадо, волшебный соус, естественно. И посыпочка из... Это не чука, это как лучок. Лучок такой зелененький. Ну, давайте попробуем. Скажу, что вкусно. И рыбка вкусная, и креветка чувствуется такая в кляре, тверденькая, обжаренная, великолепно. Очень вкусные роллы. Цены на роллы здесь, может быть, чуть выше среднего. Начинается от 20 солей, но это место просто топчик. Если вы сюда придете в большой компании, здесь также еще приятная атмосфера, звучит музыка, обслуживание на высоте, официанты тут ходят, вам все рассказывают, помогают, как это, что лучше выбрать. То есть место шикарное, оставим на нее точку в описании, приходите. Наша прогулка по Мирафлоре закончилась в фешенебельном месте, таком же, как и сам район. Нам очень понравился и ужин, и сам район. Обязательно, если будете в Лиме, гуляйте здесь, наслаждайтесь погодой и великолепным ужином. Все, друзья, еще увидимся обязательно. Не переключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. До новых встреч. Обязательно увидимся. Пока.